Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. Это видео вторая часть по вязанию моей куколки-балеринки. В первой части мы ознакомились с материалами для ее вязания. Связали ручки, связали ножки. Сейчас будем вязать туловище, рюшечки и пуанты. Если вы еще не видели эту куколку в первой части, то переходите в описание под видео, там есть ссылочка. Если же ручки и ножки у вас уже готовы, то продолжаем. Приятного вязания! Провязали в итоге обе ножки. На второй остановились на том, что ниточку не обрезали, а продолжаем вязать дальше. Делаем воздушную петлю одну, разворачиваем вязание. И теперь по такому же принципу, как мы вязали коленочки, локти, нам нужно с вами провязать, только захватывая одну сторону петли. За передние к нам полупетли мы провязываем 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. Все, с этой стороны у нас остались 8 непровязанных полупетель. Набираем 2 воздушные петли, берем ножку вторую, и теперь по этой второй ножке нам нужно с вами провязать 16 столбиков. 8 по одной стороне полупетель и 8 по другой стороне. Сразу же ввязываем хвостик, который у нас остался. Первый столбик, второй, третий, 15 и 16 столбик. Вот что получается. Дальше провязываем 2 столбика по цепочке из воздушных петель. Первый, второй. Переходим на эту часть ножки, где у нас осталось 8 петель. И теперь здесь также провязываем 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и 8. Вот что у нас получилось. Мы провязали 8 столбиков, 2 воздушные петли, 16 столбиков, 2 столбика по цепочке и еще 8 столбиков. Теперь ставим маркер, обозначающий конец ряда. И вяжем второй ряд. Во втором ряду мы провязываем 5 столбиков без накида прибавка, и так повторяем 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем прибавку. Дальше также вяжем первый столбик, второй. Здесь у нас идет цепочка из воздушных петель, которая была за полупетлю, получается, вяжем третий столбик, в следующую такую же полупетлю четвертый столбик, и дальше уже идут полноценные столбики у нас, пятый, вот так. Снова вяжем прибавку.
Это мы провязали 2 раза. Еще 4 раза вяжем также 5 столбиков прибавка, и в итоге в конце ряда у нас получится 42 столбика. Провязали. Дальше с 3 по 7 всего 5 рядов провязываем по 42 столбика без накида. Провязали. В следующем 8 ряду мы провязываем также 42 столбика, но только за заднюю стеночку петель. Переднюю мы оставляем для того, чтобы потом провязать юбочку. Вот так. Вот у нас остается полосочка из передних полупетелек. Вяжем так до конца ряда. Девятый ряд вяжем 5 столбиков без накида убавка, и так повторяем 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, и вяжем убавку. Повторяем так еще 5 раз. В итоге в конце ряда у нас получится 36 столбиков. И следующие 2 ряда, 10 и 11, провяжите по 36 столбиков. В 12 ряду мы провязываем убавку, 16 столбиков без накида. Так повторяем 2 раза. В итоге у нас получится 34 столбика. Следующие 13 и 14 ряд провяжите по 34 столбика. В 15 ряду вяжем наоборот. Прибавку 16 столбиков без накида, также 2 раза. Прибавка 16 столбиков. В итоге в конце ряда у нас получится 36 столбиков. Довязали. В 16 ряду провязываем 36 столбиков. Добавляем постепенно наполнитель. Следующий ряд вяжем 17. Провязываем прибавку. И 17 столбиков без накида. Также повторяем 2 раза. В итоге у нас получится в этом ряду 38 столбиков. И следующий 18, 19 и 20 ряд, всего 3, провяжите по 38 столбиков без накида. После тоже добавьте наполнитель. Провязали. Вот такая у нас уже получается фигурка. Следующий ряд 21 мы провязываем соединительными столбиками. Получается также 38 столбиков, но только соединительных. Вот таким образом. Второй, третий, четвертый, пятый. И так вяжем до конца ряда. Провязали. Последний соединительный столбик я не довязываю до конца. Ввожу крючок, вытягиваю ниточку основного цвета тела. И провязываю соединительные уже бежевым цветом. Вот так у нас получилось. Дальше мы с вами вяжем следующий ряд, 22. Нам нужно будет провязать убавка 17 столбиков 2 раза. Но вяжем мы так же, как делали на ножках. Захватывая верхнюю полупетлю от соединительного столбика и сразу же захватывая столбик предыдущего ряда. Вот так. Вытягиваем ниточку. Мы сделаем убавку. Дальше следующую также захватываем верхнюю полупетлю от соединительного столбика и полный столбик предыдущего ряда. И снова вытягиваем ниточку. Вот у нас 3
3 даже петли на крючке, мы их все вместе провязываем. Это мы сделали убавку. Дальше уже, как обычно, вяжем столбики без накида, просто захватывая еще и верхнюю по петлю от соединительного. Таким образом вяжем сейчас 17 столбиков, потом снова делаем убавку и еще раз довязываем 17 столбиков. Закончили вязать этот ряд. В следующем ряду мы будем ввязывать ручки. Я провязываю 15 столбиков, 5 столбиков с ручкой, 13 столбиков и еще 5 столбиков также с ручкой. Примеряйте, смотрите, может быть, вам вместо 15 столбиков в начале нужно будет провязать 16-17, например, чтобы ручка была ровно сбоку. Начинаем. Вяжем 15 столбиков. У вас может быть другое количество. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 столбик. Берем ручку первую. Ручку я всегда располагаю так, чтобы хвостик был возле крючка. Провязываем, захватывая петли ручки и сразу же петли туловища. Вот таким образом. Провязываем вместе первый столбик, второй, третий, четвертый, и пятый. Вот что получается. Далее вяжем 13 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вот здесь очень удобно проверить, действительно ли ровно располагаются ручки. Вот этот 7 столбик из 13 располагается ровненько посередине. Если он посередине, значит и ручки у нас там, где надо. 8, 9, 10, 11, 12 и 13 столбик. Берем вторую ручку и точно так же, как и первую, ввязываем, захватывая петли ручки и туловища. Первая, вторая, третья, так, третья, еще все. Третья, это закончился у нас уже ряд. Получается, четвертую и пятую я уже захватываю с начала ряда. Четвертый и пятый столбик. Вот так, получается, на 2 столбика вышли уже на новый ряд. Теперь уже ряд переносится начало вот сюда. И следующие ряды мы провязываем 24 и 25 по кругу по 36 столбиков.
провязали эти 2 ряда, дальше полностью набиваем туловище. И обратите внимание на то, что у нее есть талия, поэтому в нижнюю часть добавляем побольше, на талии добавляем поменьше наполнителя, чтобы она была выраженная. Потому что если очень сильно постараться, можно наполнить так, что она вообще станет плоская. Все, и наверх тоже добавляем немножко наполнителя, потому что сейчас мы будем провязывать ряд с убавками. Следующий ряд у нас идет 26, и мы провязываем подряд 18 убавок. В итоге в конце ряда у нас получится 18 столбиков. Убавки вяжем за передние полупетельки. Провязали, добавляем еще наполнитель и вяжем следующий ряд 27. Провязываем 4 столбика без накида убавка 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый и вяжем убавку. Повторяем так еще 2 раза. В итоге у нас получится 15 столбиков. И следующие 28 и 29 ряд провяжите по 15 столбиков. Все провязали, и в итоге тело нашей куколки готово. Но сейчас я хочу вам показать один момент с шеей. На этой куколке я провязала еще один дополнительный ряд из 15 столбиков. Но вроде бы как бы шея длинная слишком. Если вот она кажется вам длинная, то так и оставляем. Если хотите, чтобы была такая же, то провязываем еще один ряд из 15 столбиков. Я провяжу еще один ряд. Тут уже на ваше усмотрение остается. После того, как ряд провяжете, если захотите, то делаем соединительный столбик, ниточку вытягиваем подлиннее, будем ей пришивать голову, и обрезаем. Все, закончили вязать тело. Чтобы ниточка, которую мы оставили длинную, не мешалась, я ее просто скручиваю и на время оставляю внутри шеи. Теперь мы переходим к вязанию юбочки. Юбочка состоит из 4 рядов, и все ряды вяжутся столбиками с накидом. Потому что иногда могу оговориться и сказать, например, столбик без накида. Поэтому сразу вдруг что предупреждаю то, что все вяжется столбиками с накидом. Ручки можно закрепить с помощью резиночки, чтобы они не мешались. Я сейчас также сделаю. Вот таким образом. И начинаем вязание. Присоединяемся сбоку, там, где у нас был переход. Туловище я держу ножками от меня, ручки получаются ко мне. Присоединяемся, где был у нас стык, конец ряда. Все, присоединились. Вяжем 2 воздушные петли. Делаем накид. И в эту же петлю, в которой присоединялись, вяжем первый столбик с накидом. Дальше делаем накид. В следующую петлю вяжем прибавку из столбиков с накидом. Первый, в эту же петлю второй. В следующую петлю прибавку и так до конца ряда. Общее количество столбиков с накидом в ряду я не считаю. Мне кажется, здесь не настолько принципиально, чтобы совпало. Главное, что вот в каждую петлю у нас идет прибавка из столбика с накидом.
Хвостик вот этот я сразу ввязываю. Довязываем так ряд до конца. Ряд до конца довязали. Дальше мы присоединяемся. Вот здесь у нас были с вами 2 воздушные петли. И во вторую воздушную петлю присоединяемся соединительным столбиком. Вот так. Набираем снова 2 воздушные петли. Дальше делаем накид и начинаем вязать столбики с накидом в первый столбик с накидом предыдущего ряда. Этот второй ряд мы также провязываем в каждый столбик по прибавке из столбика с накидом. Абсолютно в каждый столбик вяжем прибавки, для того, чтобы юбочка у нас была очень-очень пышная. Вот так. Во второй столбик также прибавку в третий и так далее до конца ряда. Довязали второй ряд. Также присоединяемся во вторую воздушную петлю. Соединительным столбиком. Набираем 2 воздушные петли и вяжем третий ряд. В третьем ряду мы провязываем 1 столбик с накидом и прибавка, также из столбика с накидом. И чередуем так до конца ряда. Получается, в первую петлю провязываем столбик с накидом, во вторую петлю уже провязываем прибавку из столбика с накидом. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда также присоединяемся во вторую воздушную петлю и завершающий 4-й ряд просто провязываем без прибавок, только столбики с накидом одним. Получилось у нас первый ряд прибавки, второй ряд прибавки, третий ряд 1 столбик с накидом прибавка и 4-й ряд столбики с накидом. Юбочку довязали, 4 ряда. Дальше снова присоединяемся во вторую воздушную петлю. Провязываем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку вытягиваем. Не сильно длинную, но чтобы ее было удобно прятать. И берем иголочку с острым кончиком. Кто хорошо умеет прятать ниточки, то вам это, я думаю, информация не нужна будет. Это для тех, кто вяжет совсем-совсем недавно и еще, быть может, не знает, как спрятать эти хвостики. Все, вот у нас иголочка с острым кончиком. Подтягиваем хорошенько воздушную петлю, чтобы у нас сравнялось немножко вязание. И теперь как я прячу хвостик. Ввожу иголочку не между столбиков, а прям в столбик, разъединяя нашу ниточку вот эту иголочкой. Прям вот так. Чтобы иголочку не было видно ни с одной стороны, ни с другой. Вот здесь с этой стороны иголки не видно, с этой стороны иголка тоже хорошо под ниточками. И так, насколько возможно, дальше делаем. Вытягиваем. Если вы провели прямо между нитки, то она будет крепче сидеть и уже так просто не распустится. Дальше можно, если не уверены еще в этом способе,
Можно сделать маленький незаметный узелочек и еще немножко провести сюда вперед. Ну вот так. Мне этого достаточно. Я уже неоднократно убедилась, что эта ниточка потом не вылазит на игрушках, которыми играет дочь. Поэтому оставляю вот так. Теперь мы с вами переходим на верхнюю часть. Будем делать вот такой рукавчик. Они делаются одинаково, поэтому один я уже связала. А сейчас второй мы свяжем вместе с вами. Единственное отличие на этих лямочках, с какой стороны мы начинаем. Вот эту сторону, которая у меня уже связана, я начинаю вязать с лицевой стороны. Присоединяюсь с этой стороны, вяжу цепочку, захватываю здесь ее, закрепляю и обратно. Для того, чтобы столбики лицевой стороной смотрели вверх. Вторую нужно сделать противоположно, присоединиться с этой стороны. Смотрим, чтобы было одинаково. Я присоединяюсь вот в эту петельку. От ручки это третья у меня. Хвостик оставляем подлиннее, чтобы его потом удобно было прятать. Присоединились и набираем 12 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11 и 12. Здесь также примерно третья петля от ручки. Присоединяемся соединительным столбиком. Набираем 2 воздушные петли и в следующую петлю, которая была у нас 12, мы провязываем 3 столбика с накидом. Первый в эту же петлю, второй столбик и в эту же петлю третий столбик. Дальше по цепочке также провязываем в каждую петлю по 3 столбика с накидом. Провязали так 3 столбика в каждую петлю. Дальше в конце делаем соединительный столбик в эту же петлю. Ниточку вытягиваем и обрезаем. Вот эту начальную, где оставляли хвостик, подтягиваем. Теперь я завязываю эти ниточки на узелочек, которая была в начале и в конце после соединительного столбика. Завязали и с помощью иголочки прячем в туловище, проводя несколько раз в эту сторону, например, один, другой в эту, чтобы ниточка спряталась в наполнителе. И вот что у нас по итогу получается. Можно вот так оставить, можно вот так. Все, ниточки спрятали. Сейчас будем делать обвязку соединительными столбиками. Переворачиваем нашу куколку, присоединяемся под ручкой. Также оставляйте хвостик чуть подлиннее. И теперь провязываем соединительные столбики. Сейчас дойдем до лямочки, покажу, что делаем дальше. На лямочке мы заняли один столбик.
Мы его сейчас просто пропускаем. Оставляем вот эту немножечко посвободнее и присоединяемся к следующей полупетельке. Вот так. Все так же доходим до следующей. Там тоже просто посвободнее делаем петлю и пропускаем ее. Вот, вытягиваем чуть-чуть подлиннее и захватываем следующую. Все, также довязываем до начала ряда. Довязали до конца ряда, присоединяемся в первый соединительный столбик. Воздушная петля, ниточку вытягиваем. Теперь также завязываем ниточки между собой на несколько узелочков и прячем внутри туловища с помощью иголочки. Вот такая у нас с вами получилась красота. Все аккуратненько. Верхняя часть готова. Сейчас перейдем на оформление нижней части. Свяжем ей пуанты и завязочки. И давайте я сразу вам покажу. Я уже связала завязочки. Так, где моя куколка? Вот так они выглядят. Вяжутся отдельно. Одна завязочка состоит из 110 воздушных петель. Лучше связать их потом, после того, как свяжем основную часть, потому что, может быть, вам это количество будет слишком много. Уже потом примерьте и посмотрите, сколько вам надо. Так, таких завязочек 2. Все, и переходим к вязанию самого вот этого основного ботиночка. Вот так он выглядит. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Первую петлю от крючка пропускаем, начинаем вязание со второй петли. Вяжем 5 столбиков. Первый, в следующую петлю, второй столбик, третий, четвертый, пятый. В последнюю петлю, оставшуюся, провязываем 3 столбика. Первый, в эту же петлю второй и в эту же петлю третий. Дальше идем уже по второй стороне цепочки. Провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый и в последнюю петлю провязываем прибавку. Вот что у нас должно получиться. Так, это я обозначила, где последний столбик. Вяжем дальше второй ряд. Провязываем прибавку. Четыре столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Дальше подряд мы провязываем 3 прибавки. Первая,
вторая и третья. Вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый и вяжем подряд 2 прибавки. Первая и вторая. Вот у нас получилось 2 ряда. Во втором ряду у нас получилось 20 столбиков. Вяжем третий ряд. 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Дальше вяжем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. 1 столбик, прибавка, второй раз, 1 столбик, прибавка и третий раз, 1 столбик, прибавка. Дальше вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. И провязываем 1 столбик, прибавка 2 раза. 1 столбик, следующую петлю, прибавка. 1 столбик, следующую петлю, прибавка. Провязали, получилось в общем 26 столбиков. Следующий ряд, 4. Провязываем 26 столбиков без накида, но только за заднюю полупетлю. Переднюю оставляем. Первый столбик, второй, третий, четвертый и так далее до конца ряда. Пятый ряд провязываем также 26 столбиков, но уже полностью захватывая весь столбик предыдущего ряда. Довязали этот ряд, следующий вяжем 6. Провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше мы подряд вяжем 6 убавок за переднюю полупетельку. Первая убавка. Вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вяжем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, убавку, и 1 столбик без накида. В следующую петлю соединительный столбик, воздушная петля, ниточку вытягиваем, обрезаем, с помощью иголочки прячем хвостики. Вот что у нас должно получиться. Вяжем точно так же второй.
Все связали. Теперь нам только все это остается закрепить на ножке. Начинаем. Для начала просто примерка. Примерили, находим серединку так, чтобы были 3 столбика ровно посерединке. Это я вам просто показываю свой пример. Если хотите, можете, конечно, завязать по-своему. Вот, я ввожу крючок так, что вот так надо мне сделать. Да. Я ввожу крючок так, чтобы у меня оставались 3 петли между. И продеваем завязочку. Выравниваем все это. Угу, выровняли. Теперь смотрите, здесь сильно туго не завязываем. И получается так, что вот эта завязочка, которая осталась в серединке, ее можно просто подогнуть под туфельку. И все, ее и не видно. Вот так. Дальше здесь мы перекрещиваем их. И переходим на пяточку. В серединке отмечаем 2 столбика. Берем первый столбик, который ближе к вот этой стороне завязки, но завязку продеваем другую. Ох, как неудобно это все на камеру делать. Конечно же, проще не на вытянутых руках. Первую проделим. Берем вторую и вторую продеваем в соседнюю петлю наискос. Я специально оставила здесь просто хвостики, чтобы было удобнее хвостик подцепить, чем саму цепочку. Все, возвращаем слетевший ботиночек на место, или туфелька, или пуант, как правильно его назвать. Все поправляем, чтобы здесь не было сильно перетянуто спереди. Ну, в общем, поправили. Здесь у нас уже они получаются, перекрещиваются. И пошли обматывать ножку. Раз, обмотали, сделали наискос. Сзади еще раз наискос. И еще раз можно наверх. Это я вам примерно показываю. Здесь немножко выравниваем, пониже опускаем. Вот так у меня 2. Все, обмотали. И здесь уже сзади завязываем. После того, как завязали, лишние ниточки вот эти, которые идут после цепочки, обрезаем. Все, узелочки, бантик, и готово. Я сейчас, конечно же, это все за камерой сделаю, потому что так намного удобнее. Но вот такой принцип крепления. Вы можете сами сделать, как хотите. Все. Делаем то же самое со второй ножкой. И наша основная часть туловища куколки готова. В следующей части мы с вами свяжем голову, волосы и уже все полностью оформим.